Привет, это майор в отставке. Как вы успели заметить, друзья, строительство цифрового лагеря в России идет строго по графику. Или, наверное, даже опережает его. Кирпич за кирпичом. Сначала закон, ставший фундаментом, затем технические приблуды, которые стали кирпичами этой кладки, и затем обязательные приложения, отказаться от которых скоро вы вообще не сможете. Мы строили, и наконец построили! Ура! Ура! Все это делает интернет в России похожим на тюремный двор с вышками. Сначала вам говорят, что это ради безопасности, потом ради борьбы с мошенниками и, наконец, последний гвоздь – так надо. Напомню, если вы вдруг забыли или если вы не знали, да потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И сегодня поговорим о цифровом концлагере, который строят, и уже почти построили в России благодаря Путину. О том, какими методами шло это строительство и как этому можно и нужно противостоять. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поставьте лайк к нему, поделитесь им, так вы поможете мне и моему каналу. И если вы еще до сих пор не подписаны на этот канал, то сейчас самое время это исправить. Подписывайтесь и погнали. Каркас этого цифрового лагеря сложился из двух ключевых основ. Сначала это был пакет Яровой 2016 года, законы 374 и 375 ФЗ, затем закон о суверенном интернете 2019 года, закон 90 ФЗ. Яровая закрепила обязанность операторов связи и организаторов распространения информации хранить трафик и метаданные длительные сроки и по требованию ФСБ предоставлять ключи шифрования. Это легализовало массовое накопление переписки и техническую возможность к ней подобраться. Дальше это закон 90 ФЗ. Он создал правовую рамку для централизованного управления Рунетом через так называемые технические средства противодействия угрозам – ТСПУ, который Роскомнадзор размещает в сетях провайдеров и дистанционно управляет. По-простому, это черные ящики на магистралях, которые позволяют перенаправлять трафик, замедлять его, выборочно блокировать ресурсы и сервисы по определенным протоколам, адресам и IP. Параллельно этот закон заложил национальную инфраструктуру DNS и требования маршрутизации через контролируемые точки обмена. Еще один рычаг управления в общем. Отдельный кирпич в этой стене забора – это SORM, а точнее SORM-3. Это система, которую обязаны ставить все операторы связи. Она работает как черный ящик ФСБ, подключена напрямую к сети и тихо пропускает через себя все, что проходит. Звонки, переписку, поиск, геолокацию, все, что связано с коммуникациями. Хранится это все до 3 лет. То есть спецслужбы не бегают по провайдерам с запросами, а просто заходят в свою панель управления и вытаскивают нужные данные. Кстати, подробное видео о SORM есть у меня на канале. Вот оно. Ссылка есть в описании. SORM-3 отслеживает не только ваши номера телефонов или IP-адреса, но и уникальные коды устройств, email, IMSI, MAC-адреса. Разумеется, он мониторит весь ваш интернет-трафик. Вместе с пакетом Яровой и законом о суверенном интернете SORM-3 стал третьей опорой всей конструкции. Яровая дала хранилище, суверенный интернет-рубильники и фильтры, а SORM-3 – глаза и уши, которые круглосуточно слушают и записывают. Публичная обкатка возможностей этих инструментов была видна уже в 2021 году на примере замедления Twitter. 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter. В ведомстве объяснили, что это делается из-за систематического неисполнения компанией требований регулятора по удалению запрещенной в России информации. В общем, как и всегда, закон оказался просто фасадом. Реально борьба идет в сетях и на технической стороне. ТСПУ – это DPI – глубокий анализ пакетов. DPI смотрит на поведение трафика, какие домены вы запрашиваете, какие протоколы используете, как ведет себя рукопожатие между устройствами в сети, на какие IP вы выходите. На этой основе включают фильтры и фиксируются данные. Где-то это жесткая блокировка, где-то наказание скоростью. Отсюда и привычные симптомы. Сайты периодически недоступны, но у соседа, например, открываются, видео сыплется в прайм-тайм. Звонки не проходят именно тогда, когда они вам нужны. Это ручное управление на уровне страны. Тесты независимых исследователей показывают, блокировки в России разношерстные, у разных провайдеров то бан по домену, то тайм-ауты, то заморозка соединения на этапе рукопожатия. Задача не в том, чтобы построить идеальный забор. Задача в том, чтобы вы устали через него перелезать. Сегодня, уже в 2025 году, этот же подход применяет к YouTube, который замедляется. И основным мессенджером звонки через WhatsApp и Telegram заблокированы. В общем, такая управляемая деградация. Вас не выгоняют, вас просто переучивают. Вас аккуратно толкают к национальному приложению, где
Все правильно и все как по ГОСТу. Вас заставляют переходить на Макс или на ВК-видео. Обе абсолютно ФСБшные конторы. Следующий этаж этой стройки – это прямой штраф за поиск информации в сети. В июле 2025 года Госдума приняла, а ватный фюрер подписал поправки. В КоАП ввели новую статью 13.53. Это умышленный поиск и получение доступа к так называемым заведомо экстремистским материалам. Штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Параллельно подкрутили ответственность за рекламу VPN-сервисов, чтобы даже путь к не тем кнопкам выглядел как преступление. Ну а экстремистские материалы, как вы знаете, это не только федеральный список Минюста, но и все, что власти успели или еще даже не успели назначить экстремизмом. Скоро там будет все, что идет вразрез с официальной политикой властей. Формулировки там резиновые, как им и нужно, как и всегда. Доказать смогут все, что угодно. Вопрос лишь в желании. Был бы человек. Не надо громких посадок. Достаточно, чтобы вы сами себя отредактировали. Самоцензура, она дешевле штатного цензора, а страх – лучшая система управления трафиком. Но чтобы закрепить результаты своего труда, власти вводят обязаловки. С 1 сентября 2025 года в России на все новые смартфоны и планшеты теперь предустанавливают госмессенджер Макс. Национальный мессенджер Макс с 1 сентября будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройство россиян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Не хочешь – все равно будет. Хочешь WhatsApp – пока еще пожалуйста, но звонки не проходят. Хочешь Telegram – та же петрушка. Зато Макс с первого запуска безопасный, красивый и блестящий, как Путин после очередной процедуры ботокса. Ну, а в слогане вообще красота, забота о гражданах и борьба с мошенниками. В реальности мессенджер намертво пришитый к ФСБ и всему, что с ней связано. Видео, кстати, вот оно, об этой помойке можете посмотреть у меня на канале. Ссылка в описании. Параллельно собираются впихнуть еще и национальный магазин приложений RuStore. Раньше обязательный только на Android, ну а теперь на устройствах Apple, которые продаются в России. Логика тут проста. Хотите приложение, идите в наше окно. Ну, а в нашем окне не бывает приложений, которые не нравятся чиновникам. В нашем окне все правильно. Ну и еще один элемент цифрового поводка – это и единая биометрическая система. Банки и госуслуги постепенно заставляют людей сдавать туда свое лицо и свой голос. Это значит, что ваш аккаунт, сим-карта, банковская карта и паспорт сшиваются в один цифровой профиль с вашими биометрическими данными. Удобно? Да, если верить рекламе, если ты сотрудник ФСБ, удобнее, черт возьми, некуда. Но по факту это еще одна база, к которой спецслужбы имеют доступ. Если раньше вас могли вычислить по телефону, банковской карте или IP-адресу, то теперь по лицу, которое камера считывает почти всегда и везде. На десерт телевизоры. С 1 января 2026 года на все умные ТВ предустанавливают Lime TV с бесплатным доступом к правильным и скрепным каналам. Для вашего удобства, разумеется. Чтобы вечером не мучиться с выбором. За вас уже все выбрали. Ну а теперь про выживание в этом цифровом концлагере. Без философии и хакерских заклинаний. Так, чтобы понял человек, который только еще вчера еле нашел, где на его телефоне будильник. Итак, заветное слово из 3 букв. Правильно, это VPN. Это не кнопка на случай беды, это фон, это ваш бронежилет, ваша кислородная маска. Он всегда должен быть включен, если вы находитесь в России. Только платный. Настроили один раз и забыли, как про ремень безопасности. В настройках ставим 3 вещи. Это kill switch, то есть если VPN отваливается, интернет сам глохнет. Блок утечек и функцию обфускации, когда сам VPN маскирует свой трафик под обычный интернет-протокол. В общем, обычно это 3 простые галочки в настройках, которые легко найти. Не стесняйтесь играть с настройками протоколов. Если сегодня не цепляется, не паникуем. Сменили сервер, сменили протокол, выключили, включили и поехали дальше. И еще раз, обязательно используйте обфускацию. Напомню, что обфускация – это такой режим работы вашего VPN, когда ваш интернет-трафик через него выглядит не как трафик VPN, а как обычное интернет-соединение. Так что ни интернет-провайдер, ни гребаная ФСБ не поймут, что вы используете VPN. Это значит, что, во-первых, ваш VPN не заблокирует, и, во-вторых, вы не привлечете внимание товарища майора. Только не путайте со мной, я хороший и правильный товарищ майор. Или господин майор.
Бесплатный супер-пупер VPN из телеги или из интернет-сторов сразу в мусор. Это чаще кормушка для слежки, чем помощь. Проверка, что все работает ок, детская. Зайдите в любой поисковик, вбейте в строку поиска фразу «Мой IP». Страна должна быть любая, отличная от России. Если видите «Россия», что-то значит у вас не так. Исправляем. Меняем протокол, переподключаемся, играем с настройками. Все просто как масло на хлеб намазать. Если вас заставляют ставить так называемые национальные приложения, вроде там гребаного Макса какого-нибудь, не ставьте их на основной телефон. Купите для этого второй карантинный телефон. Он должен быть выключен 95% времени. Реально выключен, а не просто экран потух. Включили, сделали то, что требует по работе, и снова вырубили. На нем отдельная учетка, отдельная симка, ну или вообще без симки, только Wi-Fi. Свой пустой или официальный список контактов. Камере, микрофону, геолокации запрещено навсегда. Никакой синхронизации с вашими фото и заметками. Попросили показать установленное приложение, показывайте свой карантинный телефон. Основной, личный, к делу не относится. Все, до свидания. Общение на серьезные или опасные темы только через мессенджеры, где шифрование включено по умолчанию и которые не хранят ваши чаты в облаке открытым текстом. Мессенджеры только со сквозным шифрованием. Безопасные вроде Сигнала сейчас в России заблокированы, но с включенным VPN они работают. Кстати, не пугайтесь, если у вас не получается установить заблокированный в России мессенджер вроде Сигнала. Проблема, по крайней мере, с Сигналом решается достаточно просто. Включайте нормальный, адекватный платный VPN, запускаете мессенджер, регистрируйтесь в нем через VPN, далее заходите в его настройки конфиденциальности, расширенные, ищите обход цензуры, ставите там галочку и все. Эта штуковина начинает работать потом даже без VPN. По крайней мере, Сигнал точно. Ну а если нет опции обхода цензуры, то с включенным качественным VPN все должно работать как часы. Далее настраиваем простые вещи. Код-замок, пароль на вход в мессенджер, исчезающие сообщения по таймеру. Резервные копии в облако выключить. Ставим облачный пароль, если там такой есть, как, например, в Telegram. Ну или другая функция двухфакторной авторизации. Это спасет вас, если клоуны из ФСБ попытаются взломать ваш аккаунт и активировать его на своем устройстве. Номер телефона не светить. Ставим в настройках галочки и опции «Не виден никому». И еще раз. С нормальным VPN заблокированные в России мессенджеры работают точно. Я не буду называть конкретный сервис VPN, чтобы спецслужбы, оседлав РКН, не поскакали перекрывать ему кислород. Но факт остается фактом, и он простой. Это реально работает и работает стабильно, если только не светить рабочие сервисы с настройками в паблике. Tor – это, кстати, еще один аварийный выход. Там есть мосты, скрытые адреса Tor, которых нет в общих списках, поэтому цензору сложнее их глушить. Включается просто. Tor-браузер, настройки, сеть, использовать мост. Сначала пробуем Snowflake. Включил и пошел. Он сам подбирает прокси. Не прет, тогда пробуй OBFS 4. Выбери встроенный, если не цепляется, жми «Найти еще» и следуй инструкциям. Мосты можно получить внутри Tor на сайте браузера. Есть также в Telegram-ботах. Сразу сохрани их в надежном месте. Если не работает, меняем мост, тип, перезапускаем Tor, проверяем дату и время системы. При необходимости сверху включаем VPN. Через Tor не логинимся в банки и госуслуги. Метаданные в ваших файлах, особенно фото, это болтливые хвосты. Где снято, когда, на что. Режем эти хвосты. В камере выключи геолокацию. Отправляешь фото, выбирай метки. Посты с местом публикуй с паузой, лучше через сутки после отъезда, а не я здесь и сейчас там. Убирай из кадра все, что может указать на место. Табло, названия улиц, редкие детали местности. Файлы в архивах отправляй с паролем, а сам пароль по отдельному каналу связи. Двухфакторка везде, где только можно, но только не по СМС. Либо аппаратные ключи, либо приложение коды. Резервные коды распечатали и убрали подальше. Пароли только через менеджер паролей. У каждого аккаунта свой пароль. Российскую сим-карту не привязываем как главный ключ к вашей цифровой жизни. При первом же допросе и проверке телефона у вас вытащат пол вашего интернета. Ну и радиодисциплина на встрече без смартфона. Совсем. Если нельзя, то заранее в авиарежим или вовсе выключить и не включать до конца разговора. Дома убираем телефон в другую комнату, когда обсуждаем что-то важное и чувствительное.
Да, кстати, насчет квартиры, насчет жилья, дома и так далее. Я уже об этом говорил, ссылка на видео есть в описании, можете посмотреть. Российские спецслужбы могут без проблем установить у вас дома, у вас в квартире различную аппаратуру для прослушки, в том числе и для видеонаблюдения. Поэтому чувствительные разговоры лучше вообще не проводить в квартире, а где-нибудь на улице, в каком-нибудь тихом, безлюдном месте. И еще раз напомню важный момент, связанный с так называемыми чистыми телефонами. То есть с теми телефонами, которые вы никогда нигде не светили. В Word есть такое ОРМ, называется оно «Снятие информации с технических каналов связи». В рамках данного мероприятия российские спецслужбы могут без проблем вычислить все телефоны, которые находились рядом с вашими уже установленными грязными телефонами. То есть, грубо говоря, могут установить все средства связи, которые вы используете. Это делается путем анализа данных с базовых станций, ну и прочего. То есть, я хочу сказать, если вы таскаете с собой свой чистый телефон вместе с основным, то есть с грязным, и они оба включены, даже если вы не используете звонки, установить имей и номер вашего чистого телефона не составит никакого труда. Поэтому держите чистые телефоны подальше от своих основных. Не включайте его там, где обычно находится постоянно ваш грязный телефон. Иногда системе интереснее ваша локация и окружение, чем ваш текст. Не кормите ее этим. В общем, друзья, если коротко, итог, то есть порядок действий на пальцах. Включили платный VPN и не выключайте его. Все обязательно, вроде Макса и прочей хрени, на отдельный мертвый телефон. Для связи только шифрованные чаты без облачных бэкапов. На черный день Tor с мостами. Пароли разные, двухфакторка не по СМС. Держите чистый телефон в чистом месте, подальше от грязного. Остальное дисциплина и тишина. Этого может быть достаточно, чтобы цифровая дубинка пролетела мимо вас. Поймите сами и объясните это вашим родственникам и друзьям. Вся эта система, Яровая, СОРМ, суверенный интернет, МАКС, биометрия, гребаная Лайм ТВ – это не про защиту и не про безопасность. Это про одно, чтобы вы сидели тихо за забором этого концлагеря и не дергались. Это про желание узурпировавших власть в России править вечно. Во главе всего этого тот самый вор и убийца из Кремля, который случайно получил власть. Путин боится своего народа больше, чем любых внешних врагов. Он строит цифровой забор, потому что понимает, без забора и пропаганды его власть просто рухнет. Любой забор, каким бы он ни был, он имеет щели и слабые места. И занавес никогда не опускается до конца, пока у вас есть привычка думать своей головой, держать дисциплину безопасности и не кормить эту систему своим страхом. У меня на этом все. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Если у вас есть важная или интересная информация, в том числе о коррупции руководства силовых органов в России, можете анонимно поделиться ей со мной. Как это сделать безопасно, вы также можете узнать в моем телеграм-канале. И как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.